Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим о страхах белорусов. Пожалуйста, прослушайте эту информацию и сравните с данными вашей страны, а потом напишите о различиях или сходствах в комментариях к этому видео. Самый главный страх белорусов – это попасть в трудную жизненную ситуацию, то есть боязнь остаться без денег или без жилья. Признаюсь вам, что это и мой самый главный страх, поэтому у меня всегда есть деньги на черный день. На втором месте болезнь одного из членов семьи. Вы сами понимаете, что проблемы со здоровьем – это стресс и большие расходы на лекарства. Белорусские лекарства зачастую неэффективные, и нам приходится покупать заграничные аналоги, поэтому выходит не очень дешево. Чаще всего мы покупаем польские или чешские лекарства, они не такие дорогие, как французские или немецкие. Также, несмотря на то, что официально наша медицина бесплатная, зачастую приходится носить взятки врачам, чтобы они тебя выслушали и назначили эффективное лечение. Я это называю лечиться по знакомству. Но белорусских врачей можно понять, потому что зарплаты у них очень низкие. Мой бывший коллега, который попал в аварию и сломал ногу, рассказывал мне, что несколько дней лежал в больнице в ожидании операции, пока не дал на лапу, то есть пока не дал взятку. Печально, но это факт. В это очень тяжело поверить. Я бы сама не поверила, если бы не слышала об этом собственными ушами. На третьем месте потеря работы. Пособия по безработице хватает только на еду и только на 4 дня. В других своих видео о Беларуси я вам рассказывала, что если белорус остался без работы, ему придется нелегко, так как государство не в состоянии помочь таким людям на должном уровне. На 4-м месте наркоман в семье. Я думаю, проблема наркомании не так остро у нас стоит, как алкоголизм. Когда жизнь тяжелая и люди нуждаются в деньгах, когда приходится экономить на всем, выживать, а не жить, когда нет взаимопонимания в семье и поддержки от государства, мне кажется, легко начать прикладываться к бутылке. На 5-м месте насилие в семье. Если честно, я думаю, что наши мужчины редко бьют женщин. Белорусские женщины самодостаточные и легко могут сами обеспечить себя и своего ребенка. На Западе, например, потеря жилья вряд ли попала бы на 1-е место. В Европе людей скорее беспокоят вопросы работы и беженцев. Пенсионная реформа там часто позволяет человеку не задумываться, на что жить на пенсии, да, и люди к этому времени имеют достаточное накопление, чтобы арендовать жилье. Белорусы не могут себе такого позволить, поэтому стараются приобрести свои квартиры или дома. Рассуждая о трудной жизненной ситуации, белорусские респонденты все чаще сообщают о том, что более актуальной проблемой становится потеря работы. Друзья, а какие самые главные страхи людей в вашей стране? Напишите об этом в комментариях к этому видео. Уверена, что мне и другим моим подписчикам будет очень интересно об этом узнать. Спасибо. Пока.